Мы продолжаем с вами следить за мирным процессом, который то ли идет, то ли не идет, но вроде как продвигается и дает нам какую-то надежду. К сожалению, у нас сейчас гораздо больше мутных новостей, слухов, оценок и предсказаний, чем реальных событий, но все-таки они есть. Мы обещали, что как только начнут приходить первые новости, которые можно трактовать как намеки на грядущее перемирие, хоть в каком-то виде, то мы сразу вам эти новости расскажем. Первая из них пришла из Самарской области, власти которой сократили выплаты за подписание контракта на 1,5 миллиона рублей. Новость эту можно воспринять по-разному. Самара к началу Нового года стала абсолютным рекордсменом в России по размеру единоразовой выплаты. Там платили 3,6 миллиона рублей, что в сумме с федеральной доплатой составляло фантастические 4 миллиона. Возможно, Самарская область просто выполнила мобилизационные планы, пропылесосив желающих рискнуть головой за такие деньги со всей страны. Может, ей просто уже не надо до такой степени нагружать бюджет. Все-таки оставшиеся 2 миллиона – сумма тоже приличная. Возможно, ее будет достаточно для поддержания текущих темпов призыва, которые спущены им сверху. Платить больше, чем Москва, обычному региону средних бюджетных возможностей – это в России как-то крутовато. И в принципе нет ничего удивительного. Когда нужные показатели были достигнуты, краник немного подкрутили. Другой вариант – Самара могла подвергнуться наплыву хитро сделанных оптимистов. Мы говорили о косвенных признаках такого явления. Когда люди решили, что вот сейчас пришел Трамп, война со дня на день закончится, а значит можно поживиться бесплатными деньгами государства, а воевать при этом не ходить. Это те, кто решил, что сейчас контракт подпишут, пока туда-сюда, пока учебка, там оно все и свернется. Если явление это было хоть сколь-нибудь массовым, понятное дело, что больше всего рекрутов получили именно регионы-рекордсмены по выплатам, куда люди прицельно ехали стрясти с государства в последний момент побольше бабла. Поэтому к новостям из Самары мы бы относились, если и с оптимизмом, то с осторожным. Самара стала уникальным регионом в части выплат. Там могли сложиться уникальные обстоятельства, которые не воспроизводятся ни в каких местах, где платят меньше. Тем не менее, у нас есть первый регион, который публично объявил: горшочек вари не так сильно. Публично намекнул, что сильно больше людей ему на войну отправлять не нужно. Возможно, дело и не во внутренних причинах. Возможно, дело именно в том, чего мы все так ждали, и администрация президента спустила регионам распоряжение расслабиться. Да, призыв полностью все еще не сворачивают. Люди все еще нужны, чтобы поддерживать текущий темп войны. Но, возможно, происходящее говорит о том, что в средне-долгосрочной перспективе сильно больше новых солдат не понадобится. Какой из этих вариантов реален? Был ли то отдельный самарский феномен или реальное охлаждение финансовой мобилизации? Мы узнаем в течение недели-двух. Если будет какой-то эффект домино, если будут регионы один за другим снижать выплаты, значит и правда запахло миром. А если нет, можно смело о снижении самарских выплат забыть, признав это исключением, которое о перспективах продолжения войны ничего не говорит. Я сомневаюсь, что кто-то из моих зрителей захочет сыграть с государством на собственную жизнь. На всякий случай напомню, на нынешней войне путь от подписания контракта к могиле короче волос на путинской макушке. Мы знаем массу случаев, когда путь этот не занимал и пары недель. Никто никого не будет 2 года по полигону гонять, делать из контрактников элитных спецназовцев. И даже если предположить, что война закончится через месяц, те, кому хватило ума подписать контракт сегодня, за это время еще 10 раз успеют домой в черном мешке уехать. Так что не вздумайте и передайте тем, кто, может быть, вас слушает и думает об этом. Это лирическое отступление, которое нужно делать всякий раз, рассуждая о перспективах мира. Потому что уж очень сейчас стало модно приравнивать такие рассуждения к утверждениям, а перспективу мира к миру наступившему. И кто-то может принять, исходя из этого, самоубийственные решения. Какие еще есть новости? Сейчас обсудим. Сначала небольшая реклама. Почти год назад вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Но за все время никто не сделал для популяризации VPN в России больше, чем Роскомнадзор. Заблокировав важные для работы сервисы или привычные соцсети, Роскомнадзор создал реальность, где VPN требуется буквально каждому. Причем требуется не просто VPN, а с защитой от блокировок и обнаружения системами DPI. Иначе вы установите сервис, а его тут же заблокируют. К надежным VPN относится, например, Amnesia, работающая на протоколе собственной разработки. Протокол маскирует VPN-трафик, делая его похожим на обычное интернет-соединение.
Премиум-версия Амнезии — это VPN без ограничений с безлимитным трафиком и высокой скоростью. С ним вы сможете смотреть YouTube в высоком качестве без задержек, работать в заблокированных сервисах, оплачивать подписки на зарубежные сервисы. Амнезию можно настроить, создав список сайтов, которые будут открываться без VPN. Вам больше не придется каждый раз вручную подключаться. Приложение Амнезия работает на всех платформах: Windows, Linux, iOS, Android, macOS. Чтобы установить на iOS, нужно только сменить регион в настройках. Еще Амнезия поддерживает Android TV. Можно установить VPN сразу на телевизор. А если возникнут вопросы, вам поможет круглосуточная поддержка в Telegram или по электронной почте. Амнезия гарантирует, VPN будет работать. Если вдруг перестанет или начнет работать медленнее, техподдержка сразу заменит конфигурацию или сервер. Сервера, кстати, находятся в 7 странах: Германия, Финляндия, Нидерланды, Польша, Сингапур, Турция и США. Локацию можно переключать прямо в приложении. Сервис прошел аудит и абсолютно безопасен. Так что переходите по ссылке в описании и устанавливайте Амнезию. Продолжаем. Какие еще есть новости, которые можно было бы трактовать как намеки на грядущий мир, кроме вот этого вот самарского мобилизационного дисконта? Их не так уж много, если по старой доброй нашей традиции отделять сказанное от сделанного. Совершенно непонятно, например, почему соглашение США и Украины по доступу к доле доходов от природных ресурсов как-то привязывают к перспективе окончания войны. Вот совершенно непонятно. Мы прочитали все новости по этому соглашению, и не стало понятней, как мы логически можем прийти от создания совместного фонда по разработке украинских недр с участием США к тому, что Путин выключает военную мясорубку. В соглашении, которое послезавтра вроде как подпишут Трамп и Зеленский, очень понятно, что получают США, что получает Украина, и что Украина, может быть, потеряет. Причем тут Путин? Что он тут получает, теряет, какие на него налагаются обязательства, непонятно совершенно. Также непонятно, как это соглашение в принципе касается вопросов войны и мира. Такое соглашение не выглядит как то, что даст Путину повод объявить себя победителем. Выходит, что он 3 года как бы воевал с Америкой и НАТО, чтобы Америка, получила украинские ресурсы, и вот она победа? Что-то тут не склеивается. Тем не менее, у нас есть новость о формировании группы для переговоров о мире, которую с российской стороны возглавил директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уроженец Киева, и, по слухам, очень близкий к семье Путина человек. Хотя бы по фигуре ответственного за переговоры есть надежда, что предполагается о чем-то всерьез поговорить, а может и договориться. По крайней мере, перед нами не рецидив весны 22-го, не Владимир Мединский и какой-то вздорный и унизительный цирк с конями, а что-то более, кажется, серьезное. Это пока еще бесконечно далеко от оптимизма, который пару недель назад транслировал Трамп. Никаких прямых переговоров Путина с Зеленским даже приблизительно никто не анонсирует в каком-то осязаемом будущем. Ни о каких контактах на уровне лиц, принимающих решения, речи не идет. Разговоры о том, что вот-вот все будет подписано, что речь идет о неделях, пока выглядят как вздор. Потому что от переговоров Стива Уиткофа с Кириллом Дмитриевым до переговоров Путина с Зеленским, кажется, путь будет долгим и совсем не в пару недель. Вроде бы предполагалось, что позавчера, 25 февраля, должен был быть новый этап переговоров в Эр-Рияде. Российский МИД это, с одной стороны, опроверг, сказав, что представителей МИДа там не будет, а с другой не опроверг, не уточнив, ведутся ли переговоры на ином уровне. Пока нет только одного рода слухов. Никаких намеков, что на любом уровне, даже на уровне отдельных спецпредставителей, идут хоть какие-то разговоры между Россией и Украиной. США и Украина торгуются за редкоземельные металлы и сделку по ним. США и Россия говорят вообще непонятно о чем, о восстановлении посольств. Но никаких указаний на то, что в мирный процесс вовлечены оба участника войны, у нас нет даже на уровне мутных инсайдов. США — это мощный, конечно, посредник, но это все еще посредник. США в этой войне не выпустили ни единого снаряда, не запустили ни одного дрона. США могут многое, но пока стороны не договорятся о прекращении стрельбы, стрельба не закончится. Если мы обратимся к новостям с фронта, о которых все напрочь забыли, решив, что мир уже подписан, так вот, там пока никаких намеков на этот самый мир нет. Там стороны мочат друг друга как никогда прежде. Российская армия наступает изо всех сил, мясорубка только разгоняется. И это тот момент, когда вновь нужно разделять надежды и ожидания, которые у многих слились в единое целое.
Переговоры и вроде как готовность всех сторон вести их дальше, всеобщее ощущение, что пора войну заканчивать, дает нам надежду. Надежду не на долгий и прочный мир, но надежду, что люди перестанут просто так умирать, хотя бы на какое-то время. Надежда хорошая штука. Надежда политический фактор и сама по себе подталкивает стороны заканчивать. Так уж работает этот общественный феномен. Когда все убедили себя, будто что-то случится, оно зачастую так и случается. Но ожидания должны быть на чем-то основаны. Самарская область, чуть подкрутившая выплаты, ежедневные слухи и заявления – это пока слишком мало, чтобы стать основой ожиданий. Мы верим, что скорее что-то получится, чем не получится. Просто потому, что все стороны уже слишком далеко зашли, слишком много пообещали. Открутить все назад и сказать, что ничего такого не было, просто продолжать воевать, как воевали, из нынешнего момента это кажется, не так уж и вероятным. Хотя возможным. Но и присоединяться к тем экспертам, которые уже рассуждают о послевоенном будущем, имея в виду, что наступит оно вот-вот, уже к весне в крайнем случае, мы пока что не будем. Потому что для таких рассуждений нужен какой-то фундамент. Пока есть позитивные сигналы, но фундамента нет. Мы бы и рады его себе найти. Но каждый раз, когда на фоне всех слухов выходит Лавров и официально говорит, что заморозки войны по линии соприкосновения не будет единственного возможного способа ее заморозить, это точно не способствует оптимизму. Такой вот не очень оптимистичный ролик сегодня. До завтра.